Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как определить, покрылась ли самка или нет. Ну и наглядно покажу на своих самках, так как у меня несколько самок, сегодня контрольная случка, ну и возможно наглядно все я вам это покажу. Также у меня вот есть вот такой вот журнал, куда я все записываю. Я записываю, кого и с кем я кому подсаживаю, ну и соответственно дату. И вам советую делать то же самое. Почему? Потому что, чтобы потом не ошибиться в числах, когда должна окролиться самка. Например, вы посадили самку 1 числа, потом через 5 или там 7 дней, ну пусть 10 числа вы садите ее повторно, она опять подпускает к себе крыла, вы думаете, что 1 числа она не покрылась. И ждете 10 числа день покрытия. И в итоге у вас маточник не готов, ничего не готово, она приносит вам не 10 там, да, а 2. Соответственно, она покрылась с 1 раза, 1 числа, принесла вам 2, у вас ничего не готово, и вы потеряли целый выводок. И чтобы этого не происходило, обязательно записываем каждый раз, когда самку подсаживаете к самцу. Ну а теперь перейдем непосредственно к самой процедуре. Но прежде чем мы начнем, сейчас пару таких отступлений, что нам нужно сделать обязательно, прежде чем самку подсаживать к самцу. Прежде чем самку подсаживать к самцу, не самца к самке, а самку к самцу, особи нужно осмотреть как самца, так и самку. Нужно сводить только здоровых особей, чтобы, соответственно, получить здоровое потомство. Если у вас больной либо самка, либо самец, вы это заметили, ну, решили, потом вылечу, я бы на вашем месте так поступать не стал. Почему? Потому что некоторые болезни требуют к себе применения антибиотиков. Антибиотики, они опасны для малышей, либо для беременной самки. И вам придется жертвовать либо самкой, либо потомством. Почему? Потому что вы, соответственно, не будете ее колоть, чтобы дождаться потомства. Потом приходит она окролиться. Вы начнете ее пичкать антибиотиками, что тоже не есть хорошо, потому что антибиотики всасываются в молоко, этим молоком питаются малыши. Этого категорически делать нельзя. Вот, соответственно, вы ждете, пока она их выкормит, не ставите никаких антибиотиков, не проводите никакое лечение, ждете, пока самка выкормит, чтобы потом начать ее колоть. Но это тоже неправильно. Почему? Потому что вы запускаете болезнь. Смотрите, пока она выкармливает, это месяц-полтора, ну там 2, да, и за это время болезнь может хорошо прогрессировать, развиваться, что потом даже очень сильные антибиотики, ну, могут и не помочь. Следующим этапом перед случкой кроликов самку необходимо взвесить. Почему и зачем, я скажу чуть позже, но обязательно это делать. Если у вас есть весы, взвешивайте самку, зафиксируйте начальный вес. Ну и дальше в ролике я расскажу, для чего это делать. Ну а сейчас мы возьмем самку и будем подсаживать ее к самцу. И посмотрим, покрыл самец нашу самку или не покрыл. Ну вот, мы взяли самку и сейчас будем садить ее к самцу. Иди, иди. Ну, вот как мы можем видеть, она его кусает. Он пытается к ней забраться, но она рычит. И, возможно, может его покусать. Ну, то, что он там на нее залазит, ей это все равно, потому что она ему никак не даст. Это уже очевидно. Вон, видите, как агрессивно все это проходит. И вот если вы наблюдаете такую картину, сразу убирайте. Не надо оставлять самку, как некоторые оставляют на определенный период времени. Если самка, она покрылась, а вот эта самка покрылась, то в агрессии она может мало того, что нанести травму самцу, она еще, вот, слышите, рычит она. Она еще может откусить ему то, что ему еще пригодится в будущем. Все, сейчас я буду убирать эту самку. Ну вот наглядный пример, я вам показал, как определить, что самка покрытая. Она агрессивно себя ведет. Но бывает так, что самки не ведут себя агрессивно,
которые самки более спокойные, они издают просто звуки, такие как вот поскуливание. Мои самки почему-то не поскуливали, они вели себя агрессивно. Поэтому можно сказать с 50% уверенностью, что самки беременные. Почему, спросите, не 100%? Потому что 100% гарантии вам никто не даст. Также следующим, ну это на начальной стадии, получается я сажал их 30 числа, сегодня у нас 5 августа, контрольная случка. И я вижу, что самка на 50%, ну, по крайней мере, я уверен, что она беременная. Будем дальше за ней наблюдать. Что касается более поздних сроков, как определять, это я в начале ролика не зря взвешал самку. Почему? Потому что, как мы знаем, если самка действительно покрылась, соответственно, плоды у нее развиваются, и они увеличиваются в размерах, соответственно, прибавляется вес. Если самку вы ничем таким сверхъестественным не стали кормить, и корм тот же самый, соответственно, если самка набирает вес интенсивно, а если она беременна, она будет набирать вес, потому что, как я уже сказал, плоды растут, они имеют вес, соответственно, самка вместе с плодами этими, она набирает вес. Соответственно, взвешав ее недели через 2 после акрола, вы увидите, что результат, который был до подсадки к самцу и через 2 недели, он будет отличаться. Не намного, но будет отличаться. И чем больше срок, тем самка будет больше весить. И, соответственно, уверенность в том, что самка беременная, вы увидите на весах. Вес будет прибавляться. Также на поздних сроках, недели через 2-3, самки, будучи беременными, они строят гнездо. Они таскают солому, можно им подложить пучок сена, соломы, и увидите, что если самка во рту носится с этим пучком сена, соломы, то значит самка покрылась. А также при беременности самки начинают драть себя пух. То за 2 недели начинают надирать, то за неделю, кто вообще в последний день акрола. Ею, например, завтра кролица. Это был, у меня такие случаи были. Самка сидела вообще просто до последнего. И ей завтра кролица. Она сегодня тут же стряпает гнездо. Она тут же быстро махом рвет пух и окролилась. Все, то есть она может окролиться и делать гнездо за 2 недели до непосредственно самого акрола. И у вас будет время подготовить самке маточник, положить туда сено, солому, сделать ей перину, и дальше она уже сама разберется, что ей делать. И если вы видите, что самка не делает гнездо, ничего страшного, как я уже сказал, она может сидеть до последнего и в последний день все это сделать. Так что не переживайте. Положили, маточник приготовили, оставьте ее до тех чисел, ждите сами, не лезьте, ждите, пока она все сделает сама. Если вы боитесь или увидели, что самка ходит в маточник гадить, просто закрываете этот маточник, вход, вернее, в маточник, чтобы она туда не ходила, и буквально за 5 дней, лучше за 5 дней, открывайте маточник, и все, и она... Просто некогда будет ей ходить туда гадить, она будет тут же бежать с этим пучком соломы и делать гнездо. Почему за 5 дней? Ну, я бы открыл, например, дверцу в маточник, потому что самки ходят 28-36 дней, где-то так. То есть минимум 28, максимум 36 дней. Соответственно, если вы покрываете там числа 5, то она может окролиться и 3, ну и дальше по нарастающей вплоть до 36 дней. Ну теперь, друзья мои, вы знаете, как определять, покрылась ли самка или нет на начальной стадии, можно так и сказать в середине, ну и ближе к концу, ближе к началу самого акрола. О том, что такое ложная беременность, как она проявляется и как ложную беременность отличить от настоящей, я буду рассказывать в следующем видео. Я думаю, будет интересно. На этом все. Пока-пока.